Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 25 тайн мира, которые ученые не могут объяснить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Таинственные фигурки культуры Винча. Удивительные фигурки были найдены в середине прошлого столетия при раскопках в Сербии, недалеко от Белграда. Принадлежат эти необыкновенные артефакты к так называемой культуре Винча, занимавшей северную часть Балканского полуострова около 7000 лет назад. Считается, что такие фигурки изображают древних богов. Впрочем, глядя на столь необычную форму лица, приверженцам официальной науки придумать версию получше было бы весьма проблематично. Для ответа на вопрос о прототипах этих причудливых существ официальная история может бесхитростно предположить, что, дескать, древние мастера в поисках источников вдохновения прибегали к помощи галлюциногенных растений, а образы, рожденные в тумане злоупотребления запрещенными веществами, впоследствии воплощали в глине. Версия, безусловно, богатая. Но не проще ли допустить, что древние жители Сербии видели прототипов этих фигурок, что называется, вживую? Тут возникает закономерный вопрос, а есть ли факты, которые могли бы подтвердить столь смелое предположение? Что ж, за фактами дело не встанет. Во-первых, носителям культуры Винча было известно пиктографическое письмо, которое официальная наука от греха подальше стыдливо именует протописьменностью. Во-вторых, они умели выплавлять медь, и это в среднем неолите. И древнейшая металлодобывающая шахта Европы, Рудноглава, наследие именно этой культуры. Разумеется, скотоводство и земледелие тоже не обошли их стороной. Словом, подозрительно много навыков для среднего неолита, когда, как уверяют учебники истории, древний человек малевал в пещерах силуэты животных. Принимая во внимание все, что известно о культуре Винча, трудно отделаться от мысли, что для развития имевшихся у ее носителей навыков требовался некий толчок, вероятнее всего внешний. Источником такого толчка как раз и могли стать те самые персонажи, которых изображают загадочные фигурки. 2. Тайна саркофагов Серапеум в Египте. Серапеум был открыт французским исследователем Агюстом Марьеттом в 1851 году. При изучении Марьет обнаружил огромные подземные туннели, в которых расположены замурованные ниши и несколько десятков саркофагов. Они выполнены из самого твердого камня на земле, гранита. Вес каждого саркофага оценивается более 100 тонн. Многие из них вызывают кучу вопросов из-за своей точности и качества отделки поверхностей. На весь период раскопок, исследований и реставрационных работ, которые были продолжены после смерти Агюста Марьетта, данное место было закрыто от посторонних глаз. И лишь в 2012 году туда был открыт доступ туристам. Изначально Серапеум был отнесен к эпохе Среднего царства Египта, однако и это вызывает споры среди исследователей. Официальная ортодоксальная египтология утверждает, что Серапеум имел религиозное значение и служил святилищем, возможно, связанным с культом быков Аписа, из-за того, что якобы в одном из саркофагов были обнаружены останки быка, хотя точная цель и использование места до сих пор остаются загадкой. Но можно предположить, что египтяне Древнего царства унаследовали этот комплекс и действительно могли использовать его в своих целях, например, религиозных. Сегодня этот комплекс вызывает много вопросов у исследователей и археологов. Каким образом можно было создать такие огромные и технически сложные, точные конструкции без использования современных инструментов и машин? Как и кто доставлял 100-тонные саркофаги? Ведь ближайшие каменоломни, откуда могли доставить подобные конструкции из гранита, находятся в 800 километрах от некрополя. Эти и другие вопросы ставят под сомнение официальные теории. 3.
Загадка белых дорог майя. Хотя майя не имеют никакого отношения к их изначальной постройке, лишь ремонтировали их, посыпая известью и закладывая дыры щебнем. Они же считали их священными. Эти дороги никак не реагируют на изменения местного ландшафта, что горы, что болото. Они четко идут по прямой с максимальным отклонением в 4 градуса. Это можно считать концептуальной задумкой создателей. По многим из них сегодня действуют современные трассы, они простираются на расстояние до 100 километров, соединяя населенные пункты. По остаткам этих дорог можно видеть, какое это было некогда грандиозное сооружение, ровные, прямые, широкие пути. Часть их поглотили джунгли. Хотя ранее было учтено противодействие зарослям, блоки, из которых состоят дороги, подняты на 1–1,5 метра над уровнем земли. Интересная деталь – древние дороги имели даже арки для прохода под ними. Не менее интересен тот простой факт, что ни у инков, ни у майя в принципе не было колеса и колесных повозок. Точнее было, но лишь в виде детских игрушек и не более. У майя более того не было и вьючных животных, которые могли бы что-то перевозить. Тогда зачем им было строить мощеные, широкие, правильные дороги, способные выдержать большую нагрузку и не уступающие современному покрытию? Если учитывать хотя бы то, что они, так сказать, дожили до наших дней, а ведь когда их увидели инки и майя, им уже было очень много лет, и они к тому времени нуждались в определенном ремонте. Этим дорогам никак не меньше 5000 лет от наших дней, а вероятнее всего, что и больше. Часть дорог заканчивается и обрывается на берегу моря, очевидно имея свое продолжение на донной части. А это означает простую вещь – их строили, когда тут еще была суша. И это подтверждается спутниковыми данными, затопленные территории действительно имеют место. Вот только по данным геологов, произошло это изменение рельефа еще в 9–10 тысячелетии до нашей эры. Выводы можно сделать самостоятельно. Также эти дороги ведут к так называемым сенотам, священным пещерам, под которыми предположительно имеются подземные ходы и система сообщения. Эти дороги в принципе могли выдержать не только колесно-гусеничные механизмы, но и, например, быть железнодорожным полотном для поезда или других аппаратов. Но это уже из области догадок. 4. Загадка мегалитов Яньшаня. Вблизи китайского города Нанкин расположен древний каменный Яньшаньский карьер, прославившийся наличием гигантской незавершенной стелы. Объем проделанной работы просто поражает. Согласно официальной версии, в 1405 году сын Хун'у, император Юнлэ, якобы приказал в карьере вырубить гигантскую стелу, чтобы поставить ее у мавзолея Сяолин для своего умершего отца. После того, как большая часть работы была проделана, архитекторы вдруг осознали, что им не по силам переместить гигантские блоки из Яньшаня до мавзолея Сяолин, не говоря уже о том, чтобы установить их. Сложно поверить, что, начиная работы по вырубке гигантских мегалитов, китайские строители были настолько несообразительными, чтобы не подумать о методах их транспортировки и установки. Работали. И вдруг поняли – не поднять. В результате проект был заброшен. Но так ли это на самом деле? Существует мнение альтернативных историков, что каменщики просто нашли уже готовые блоки в Яньшаньском карьере. И долго ломали голову, каким образом можно перетащить эти блоки к мавзолею Сяолин. Но так и не решив эту непосильную для того времени задачу, оставили все как есть, выдумав неправдивую историю о том, как они вырезали эти блоки из скальной породы. 5. В Израиле нашли место, где хранился Ковчег Завета. Археологи обнаружили в Израиле руины, в которых, как они полагают, когда-то находился Ковчег Завета. Священный покрытый золотом сундук, описанный в Библии. Согласно священному писанию, Моисей поместил 10 заповедей в ковчег, который хранился в Скинии, святилище, построенном вскоре после исхода израильтян из Египта, и традиционно датируемым некоторыми учеными примерно 1445 годом до нашей эры.
Хотя судьба ковчега остается загадкой, он исчезает из библейских записей еще до разграбления Иерусалима вавилонянами в 586 году до нашей эры. Теперь команда, работающая на древнем библейском месте селом Тель-Шило, раскопала каменное сооружение, которое соответствует размерам и ориентации скинии, описанной в Библии. В дополнение к находке археологи обнаружили более 100 тысяч костей животных, в основном овец, коз и крупного рогатого скота, преимущественно с правой стороны тела, что согласуется с главой 7 книги Левит, в которой говорится, что правая сторона была предназначена для жертвоприношений священникам. Керамика, найденная среди костей, относится к тому же периоду, что подтверждает связь этого места с эпохой Скинии, которая, согласно Библии, продолжалась почти за 400 лет до того, как в Иерусалиме был построен храм. 6. Одна из загадок древнего Перу, одна из самых сложных и интересных загадок истории касательно древнего Перу. Полное отсутствие крыш или каких-нибудь навесов на постройках полигонального типа. По сути, на этот момент мало обращают внимания, а если обращают, то не придают ему должного внимания. Однако, если рассмотреть вопрос более подробно, то можно обнаружить поразительные факты. Самый первый поразительный факт – навесы или крыши отсутствуют только на постройках полигонального типа. То есть они либо вообще не были предусмотрены там, либо все крыши загадочным образом исчезли. Если инки настолько виртуозно обращались с камнями и могли делать из них буквально что угодно, то в чем проблема сделать крыши или навесы? Ну или историки хотят сказать, что мегалиты в десятки тонн инки могли сделать с хорошим качеством, перевести и установить, а вот крыши никак не осилили. В таком случае это противоречит здравому смыслу. Но есть и еще один не менее странный и поразительный факт. Когда речь идет не о полигональных сооружениях, то там каким-то чудесным образом как раз появляются крыши. Независимо от того, как сильно была развита у инков строительная отрасль, это не отменяет самых базовых природных факторов. Кому хочется участвовать в каких-то ритуалах или иных мероприятиях под дождем? Тем более, если есть возможность без особых усилий сделать крышу. С самых древних времен люди строили жилища с различными навесами, чтобы защититься от природных условий, и это просто и логично. Почему такие проблемы только с инками и постройками полигонального типа? Загадка, на которую нет ответа. 7. Орехалк – загадочный металл Атлантиды. Орехалк – таинственный металл, о котором рассказывали древние греки. Упоминания орехалка восходят к VII веку до нашей эры. Поэт Гесиод писал, что из орехалка был сделан щит Геракла, а локоны Афродиты напоминают по цвету орехалк. По словам культового греческого философа Платона, этот металл уступал по ценности только золоту. А месторождением материала был легендарный затерянный континент Атлантида. Так философ часто упоминал орехалк в своем диалоге «Критий». Несмотря на регулярные упоминания орехалка в мистическом контексте, ученые были уверены, что этот металл существовал на самом деле. Из него часто делались и предметы религиозного культа. Стоил он очень дорого. Недавно ученые узнали, из чего же он состоял. Античные историки упоминали, что в бухте Рес у берегов Сицилии утонул корабль с орехалком на борту. Кораблекрушение произошло в первой половине VI века до нашей эры. В 2014 году у берегов Сицилии нашли обломки корабля, потерпевшего крушение. Он, среди прочих товаров, и вез слитки орехалка. Орехалк оказался латунью высокого качества. Сплав на 75–80% состоял из меди, на 15–20% из цинка. Остальное – микровкрапления никеля и железа. Латунь является двойным сплавом на основе меди. Этот сплав отличается более высокой твердостью, чем металлы, входящие в его состав. Сейчас латунь используют для изготовления деталей машин, морских судов, часов и приборов. 8.
Пустынная рыба – скальное образование необычной формы. Иногда беспилотные летательные аппараты демонстрируют нам скрытые чудеса мира, фотографируя и записывая их пейзажи, которые люди не привыкли видеть. Гигантская скала, запечатленная фотографом, имеет причудливую форму, напоминающую огромную рыбину. Некоторые пользователи сети полагают, что скала больше похожа на подводную лодку, но в этом и прелесть того, что воображение каждого дает волю. На этих снимках гигантская скала выглядит так, как будто она появляется из золотых песков пустыни Саудовской Аравии, покрытой почти 22 500 квадратными километрами песчаника. Фотограф Халед Аленази сделал эти снимки в июне 2022 года, когда документировал археологические сокровища округа Алюла в Саудовской Аравии. Он назвал свое открытие пустынной рыбой. С тех пор, как фотографии и видео опубликовали в интернете, пользователи социальных сетей в своих рассуждениях дошли до того, что предположили, что эти камни являются останками неизвестного гигантского морского зверя. Некоторые даже выразили уверенность, что это настоящая окаменелая рыба. 9. Загадка комплекса Фуэрте-де-Самайпата. На территории Боливии существует удивительнейший археологический комплекс Фуэрте-де-Самайпата. Это древнее поселение, на территории которого сохранилось огромное множество загадочных объектов. Нужно отметить, что располагается оно вокруг пирамидообразного холма. На его вершине располагается неопределенного типа сооружение, если можно его так назвать. Некоторые исследователи, в частности Эрих фон Деникин, всерьез предполагают, что это не что иное, как взлетная полоса для летающих аппаратов. Ученые достоверно выяснили, что из 280 сооружений только примерно 40 являлись жилыми. Предназначение остальных объектов комплекса является тайной. Так, например, большая площадь покрыта каменными ровными круглыми площадками. Для чего вырезать в скальной породе идеальные окружности, неясно. Помимо этого, огромное внимание уделялось вытачиванию желобов и углублений в скальных площадках. Чтобы было понятно, это огромнейший труд. На достижение этой цели могли уйти века, учитывая технологический прогресс доколумбовых цивилизаций Боливии. Для чего все это производилось в таких масштабах? Какой была окончательная задача? Официальная версия – это все ритуально-обрядовый комплекс, посвященный пантеону инкских богов Солнца. Конечно, у древних людей были свои причуды, но мне кажется, такое объяснение не выдерживает критики. А как считаете вы, для каких целей служило это сооружение? 10. 3800-летнее захоронение воина-гиганта вскрыли в Азербайджане. В Азербайджане в районе Йовсан-Лидери на равнине Цыранчол археологи обнаружили уникальный древний курган, датированный бронзовым веком, 3-2 тысячелетием до нашей эры. Захоронение было покрыто 14 известняковыми плитами, каждая из которых весила тонну, уложенными в шахматном порядке. А в начале кургана был установлен каменный идол в виде быка. Курган, который обнаружили археологи, включал погребальную камеру, где был захоронен человек гигантского роста, более 2 метров. Ученые предполагают, что это воин, имевший высокий статус. В одной из секций лежал скелет в согнутом положении с бронзовым копьем в руке. В другой была масса артефактов, в их числе круглая известняковая печать, скорее всего, свидетельствующая о властном праве или собственности. Украшения из бронзы, бусины, орудия, сделанные из вулканического стекла и сосуды из керамики с белой инкрустацией. Также в захоронении была 3-я секция, которая оказалась пустой. 11. Тайна древней маски из иридия. На побережье Флориды археологи обнаружили древнюю погребальную маску инков. Находку сделали во время поисков испанского корабля, который затонул в 1715 году во время шторма по пути из Кубы домой.
Исследователи полагают, что на его борту находился ценнейший клад, частью которого была эта маска. Артефакт сделан из редкого металла иридия. Он имеет внеземное происхождение, материал находят только в метеоритах. В земной коре содержание иридия ничтожно мало. Поэтому главная загадка маски, как древние люди смогли извлечь иридий из метеорита. 12. Древние наскальные рисунки обнаружены в Амазонии. Человеческие лица и другие фигуры, выгравированные на камне, были обнаружены в бассейне реки Амазонки. Петроглифы, на которых изображены животные, лица и другие природные объекты, были обнаружены на берегу Риу-Негру, на археологическом участке, известном как Понта-дас-Ложеш или место Плит. По предположениям исследователей, возраст этих петроглифов составляет около 2000 лет. Впервые резные фигурки увидели во время сильной засухи в 2010 году, когда уровень воды в Риу-Негру упал до 13,63 метра, что на тот момент стало рекордно низким уровнем. Несмотря на то, что петроглифы Понта-дас-Ложеш были признаны археологическими памятниками, они не изучались, и исследователи оценивают их возраст на основе аналогичных наскальных рисунков в других частях Центральной Амазонии. 13. Мегалитические тайны Австралии. Австралия, известная своими уникальными природными достопримечательностями, флорой и фауной, также скрывает в себе тайны древних цивилизаций. Мегалитические сооружения, которые можно найти на ее территории, редко упоминаются, но они не менее впечатляющие, чем те, что расположены в других частях мира. Пустыни, занимающие 44% территории страны, хранят множество загадок и секретов. Кто знает, что скрыто под их песками? Возможно, там еще больше мегалитических и древних сооружений, которые до сих пор остаются нераскрытыми. Не вызывает сомнений тот факт, что на территории Австралии в далеком прошлом существовала высокоразвитая цивилизация. Ученые даже дали ей название Уру. Интересно, что даже вполне ученые мужи не отрицают существование такой цивилизации и упоминают о ней. Однако официальная история на этом заканчивается, а дальше следуют лишь предположения и гипотезы. Одна из гипотез гласит, что высокоразвитая цивилизация Уру возникла в результате контакта местных туземных племен с пришельцами с другого берега Индийского океана – индусами. Археологические находки, наскальные рисунки и статуэтки индусских богов служат основанием для этой гипотезы. Однако, чтобы попытаться раскрыть истину о том, кто построил все эти мегалитические сооружения и были ли они высокоразвитой цивилизацией или индусскими пришельцами, стоит обратиться к мифам и легендам коренных народов Австралии. У аборигенов есть свое собственное знание, которое передается из поколения в поколение. Согласно их преданиям, все эти мегалитические сооружения были созданы загадочными существами, известными как ванжины. Они описывают их как существ без ртов, с нимбами вокруг головы. 14. Загадочные надписи на дайтонском камне и их возможные авторы. Приветы из древности не слишком часто, но добираются до нас из глубин веков. И оказываются зубодробильными орешками, над которыми страдают лучшие умы своего времени. В городке Беркли, штат Массачусетс, есть артефакт, подобного которому нет нигде. В русле реки Тонтон был найден большой камень, названный в честь города, который когда-то здесь стоял – Дайтон. С 17 века этот странный предмет вызывал интерес, и по сей день он провоцирует споры. Но необычен не сам камень, а странные надписи, высеченные на его поверхности. Никто не знает, кто высек эти странные знаки на скале. Петроглифы, состоящие в основном из прямых линий и геометрических фигур, сопровождаются очень примитивными рисунками людей. Похоже, что это смесь как древних, так и неизвестных языков. Впервые Дайтон-Рок был обнаружен в 1963 году строителями близлежащей дамбы, а с 1971 года установлен в местном парке.
История камня. Сам камень представляет собой грубый шестигранный блок со скошенными гранями. Он довольно низкий, высотой 1,5 метра, шириной почти 3 метра и длиной 3,4 метра. Сформирован из кристаллического песчаника серо-коричневого цвета с крупно- и среднезернистой текстурой. По оценкам экспертов, камень весит около 40 тонн. Одно из первых упоминаний о скале Дайтон, по-видимому, относится к 1680 году, когда английский колонист преподобный Джон Данфорд зарисовал ее. Он вернулся домой с этим эскизом, который был сохранен и в настоящее время хранится в Британском музее. Однако даже на таком раннем этапе история оказывается запутанной. Рисунок Данфорта противоречит другим сообщениям о камне, сделанным в то же время. В 1690 году другой местный житель по имени Коттон Мазер описал скалу так: на перпендикулярной стороне, где протекает река, которая во время прилива покрывает ее часть, очень глубоко выгравированы странные символы. Скала оставалась местной диковинкой вплоть до XIX века. Когда к ней пришла известность, поскольку о ней стали упоминать популярные общественные деятели и издания, Джеймс Рассел Лоуэлл, известный поэт, даже призвал кандидатов в президенты поддержать проект по расшифровке послания. К сожалению, это так и не было сделано. Сегодня камень остается таким же загадочным, как и в момент его обнаружения. Версии, предположения, теории. Существует несколько различных теорий о происхождении знаков на камне. Одна из наиболее популярных состоит в том, что эти рисунки были сделаны коренными жителями Северной Америки. Петроглифы индейцев встречаются практически по всему континенту. Известно, что для них резьба на камнях представляла собой способ запечатлеть духовный опыт, например, галлюциногенные видения. Кроме того, в культуре коренных американцев камни использовались для записи исторических событий, в память о смерти и для обозначения границ. Возможно, расположение скалы Дайтона посреди реки указывало на территориальный маркер определенного коренного американского племени. Другое, возможно, более необычное предположение заключается в том, что надписи были сделаны древними финикийцами или норманнами. Обе эти версии были выдвинуты в конце XVIII и начале XIX веков, но отвергнуты археологами как требующие слишком большого пересмотра истории и очень непрактичные. По другой, более поздней версии, надписи могли быть сделаны португальцами. Эта гипотеза была предложена в 1912 году Эдмундом Делибаром, который заметил на скале португальские письмена. Делибар утверждает, что на камне есть латынь в португальском стиле, которую можно перевести так: «Я, Мигель Картериал, 1511 год. В этом месте, по воле Божьей, я стал вождем индейцев». Благодаря этому артефакт пользуется особой популярностью в португальской культуре, где он известен как скала исследователей государства. Загадочные символы. Одно из значений, предложенных Делибаром, заключается в том, что камень оказывает гипнотическое воздействие на тех, кто изучает его в течение длительного времени. Его сравнивают с тестом Роршаха или чернильной кляксой, используемой психологами для доступа к подсознанию. Он предположил, что тех, кто изучает скалу, часто смущают знаки, и поэтому они могут увидеть в резьбе то, что ищут. Однако никто так и не пришел к каким-либо конкретным выводам, и скала Дайтон остается загадкой для современной археологии. Ее резьба исследовалась много раз, но единого мнения о создании или назначении так и не было достигнуто. Появляется все больше и больше теорий, но без указания на то, к какой культуре принадлежит скала. Ответ, скорее всего, так и останется ненайденным, но это не исключает того, что путешественники видели рисунок на протяжении многих лет и сами дополняли его. Это не значит, что резьба поддельная, но говорит о том, что, возможно, нет одной теории, которая бы все объясняла, а есть несколько, которые должны соединиться воедино, чтобы раскрыть истину. 15.
Синие огни Кривикила, древняя гробница, окутанная тайнами. Ирландия полна призраков. Ее древние культуры, почти полностью скрытые от нас пеленой времени, оставили после себя ветряные просторы, усеянные загадками и странными местами. Одно из самых необычных и древних можно найти в графстве Донегол. На суровом побережье Атлантики стоит таинственная гробница Кривикил, неолитическое чудо, окутанное легендами. Ее выветренные камни и зловещая атмосфера веками будоражили воображение. Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы попытаться разгадать секреты, скрытые в древних камерах. Некоторые утверждают, что видели таинственные синие огни, внезапно вспыхивающие среди камней. Другие слышали вой призраков Кривикила в самые темные ночи. Кто были эти древние люди, построившие гробницу? И для кого предназначался двор Кривикила? Артефакты, великаны и духи. Кривикил – одна из лучше всего сохранившихся гробниц с двором в Ирландии. Эти мегалитические сооружения датируются 4000–2500 годами до нашей эры и представляют собой так называемые галерейные гробницы. Такие мегалиты, отличающиеся открытым двором, когда-то исчислялись сотнями по всей Ирландии и юго-западной Шотландии. Некоторые из них старше пирамид Гизы. Хотя сегодня это место известно как Кривикил, местные когда-то называли его Каслбаускин, замок колдовства. А когда археологи в 20 веке начали изучать гробницу, они дали ей еще одно имя – могила великанов, из-за огромных камней, разбросанных вокруг. Кривикил обладает всеми чертами классической гробницы с двором, ориентацией с севера на юг и остатками каменной насыпи. Двор мертвых. Считается, что открытый двор, от которого гробницы и получили свое название, использовался для ритуалов, погребальных обрядов и языческих церемоний. Это были массовые действия, в которых участвовало все племя. Двор Кривикила имеет овальную форму, его вход расположен на востоке и ведет к коридору, обрамленному стоячими камнями. Размеры впечатляют: 15 метров в длину и 9 в ширину – это один из самых больших дворов в Ирландии. На западной стороне находится галерея, служившая погребальной камерой. Вход в нее охраняют два массивных камня косяка, некогда перекрытых огромной перемычкой. Она упала, но была восстановлена при реставрации. Все это создавало торжественную обстановку. Участники ритуалов собирались в овальном дворе, а церемонии проходили перед входом в гробницу, словно на сцене. Неолитическая Ирландия, кажется, любила драматизм. За дверью лежит погребальная галерея, разделенная на две камеры. Здесь были найдены 4 урны с кремированными останками. Когда-то все это было покрыто каменной насыпью, но она давно разрушена. Находки и легенды. Раскопки начались здесь в 1935 году под руководством Гарвардской археологической экспедиции. Они не только раскрыли структуру гробницы, но и принесли удивительные находки. Были обнаружены артефакты как неолитического периода, так и раннего христианства, что доказывает, место использовалось веками. Среди находок 2 отполированных каменных топора, один из диорита, кремневый нож 13 см длиной, наконечник стрелы, осколки керамики, включая остатки 8 неолитических горшков и кварцевые кристаллы. Но самое интересное – плавильный горн раннехристианской эпохи, найденный у входа в гробницу. Видимо, после долгого забвения здесь разместили кузницу. Историки предполагают, что металлурги надеялись использовать магическую силу места для усиления своих изделий. Синие огни, белый заяц и великаны. С Кривикилом связано множество легенд. Самая известная – о таинственных синих огнях, которые иногда видят среди камней. Одни говорили, что это духи древних мертвецов, все еще бродящие здесь. Другие считали, что огни исходят от фейри, ирландских фей, или Туата де Дананн, мифической расы, предшественницы эльфов.
А когда в гробнице нашли кости 2 младенцев, появилась версия, что огни – призраки детей. Но есть и более приземленное объяснение. В гробнице долго гнали самогон, потин, и синие огни могли быть пламенем перегонного куба. Еще одна легенда гласит, что здесь обитает белый заяц, сверхъестественное создание. Одни считают его оборотнем, другие – духом-хранителем, а огромные камни породили миф о великанах. В одних сказаниях гробницу построил Диармайт, в других – Финн Маккул, герой ирландского эпоса. Место, где история встречается с мифом. Как бы то ни было, Кривикил остается загадочным памятником древности. Его камни хранят шепот прошлого, а легенды о синих огнях, белом зайце и великанах продолжают будоражить умы. Археология раскрывает лишь часть правды. Главная магия Кривикила в сплетении фактов и преданий, создающим историю, которая всегда будет интриговать и вдохновлять. 16. Тайна загадочной статуи ацтеков в Древней Мексике. На гравюре изображена выставка «Древняя Мексика» в лондонском зале Пикадилли, которую проводил Уильям Баллок. На ней были представлены древние артефакты цивилизации ацтеков. В 1824 году на британском троне еще восседал Георг IV. Королева Виктория, тогда еще 5-летняя малышка Александрина Виктория, которую царственные родичи планировали просто удачно пристроить замуж за какого-нибудь соседа-принца. Вообще георгианская эпоха характеризовалась увлечением открытиями и интересом к иным мирам. Общество было искренне увлечено дальними уголками планеты и всякого рода экзотикой. Уильям Баллок впервые открыл свой музей в Ливерпуле в 1795 году, зарабатывая как ювелир и золотых дел мастер. Экспозиция музея, включая произведения искусства, предметы естественной истории, доспехи и диковинки из южноморских путешествий капитана Кука, была перевезена в Лондон в 1809 году и первоначально открылась как Ливерпульский музей на Пикадилли. В 1812 году он переехал в недавно построенный египетский зал и, несмотря на его популярность, Баллок продал содержимое в 1819 году и сдал зал в аренду для проведения краткосрочных мероприятий. На последней выставке Баллока в 1824 году были представлены артефакты из древней и современной Мексики, собранные во время его путешествий в 1822-1823 годах. На изображении видно, что Баллок собрал для своей выставки редкую коллекцию самых удивительных сокровищ ацтеков. Это были в основном гипсовые слепки с оригиналов, найденных в его странствиях. Гравюра, созданная итальянским художником Агостино Аглио, отличается максимальной детализацией и точно изображает артефакты цивилизации ацтеков. Но если верить ей, выставка Баллока также включает один очень любопытный и странный экспонат. Неизвестная статуя с центральным круглым объектом, все понятно, это солнечный камень ацтеков, также известный как календарный камень. Описанный как часы Монтесумы, он считается, пожалуй, самым известным на планете произведением ацтекской иконографии и был обнаружен в 1790 году во время строительных работ на площади в центре Мехико, где некогда находилось ацтекское святилище. Здесь же представлена знаменитая статуя Коатликуэ, ацтекской богини, породившей Луну, звезды и бога Солнца и войны. Она тоже сохранилась до наших дней, и гравюра точно передает ее особенности в мельчайших деталях. У ног божества расположен камень Тизок, также известный как жертвенный камень, еще один известный артефакт империи. Обнаруженный в 1791 году на площади Закала в центре Мехико, он должен был превратиться в обломки. Но артефакт увидел проходивший мимо церковник и сохранил. А слева расположена гигантская статуя поднимающегося змея с человеческим лицом, выглядывающим из его пасти.
И непонятно, что же это такое. Скульптура совершенно не похожа на сохранившиеся произведения искусства ацтеков. А впечатляющие габариты, кажется, должны выступать гарантией того, что она обязательно всплыла бы еще где-то. И действительно, на других гравюрах с выставок Баллока также изображена гигантская змея со оскаленной мордой. Был ли это экспонат, созданный исключительно для музея Баллока, чтобы затем быть уничтоженным, что дает возможность предположить, что лицо внутри – это сотрудник или посетитель, поднявшийся на какую-то скрытую внутреннюю подставку? Или это какая-то реальная неизвестная статуя ацтеков, спрятанная, позабытая и пылящаяся в недрах какого-нибудь музейного хранилища? Или, что самое загадочное, может быть, этот объект вообще не связан с ацтеками? Может быть, Баллок включил в свою экспозицию какую-то статую неизвестной культуры, ранее идентифицированную как ацтекская, которую еще ждет новый сенсационный выход, на данный момент никто не знает. В 1825 году Баллок продал зал, который был снесен в 1905 году. И тайна клыкастого чудовища так и осталась неразгаданной. По крайней мере, пока. 17. Легенда о чудесной лестнице часовни Лоретто. В городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико, США, находится небольшая часовня Лоретто, известная не только своей историей, но и загадочной деревянной спиральной лестницей, которая считается настоящим чудом инженерного искусства. Эта легенда привлекает паломников, туристов и любителей тайн со всего мира. История часовни Лоретто. Часовня Лоретто была построена в 1878 году для монахинь из ордена Святой Урсулы, которые основали школу для девочек в этом регионе. Архитектура часовни в стиле готического возрождения, и она стала важным религиозным центром в округе. Однако во время завершения строительства выяснилось, что архитектор, работавший над проектом, умер или покинул город, так и не закончив некоторые ключевые элементы здания. Одной из таких недоделок стало отсутствие доступа на хоры, верхний этаж, где находились места для хора и органиста. Хоры располагались слишком высоко, чтобы установить обычную лестницу, а пространство внутри часовни было слишком маленьким для полноценной спиральной конструкции. Монахини оказались в затруднительном положении, как обеспечить доступ к хорам, не нарушая эстетики и с учетом ограниченного пространства. Молитвой чудесный плотник. Согласно преданию, монахини обратились за помощью к Богородице, в течение 9 дней проводя специальные молитвы новенну. В последний день молитв к часовне подошел скромный плотник со ослом и набором инструментов. Он представился Томасом и предложил построить лестницу, которая решит их проблему. Плотник работал в одиночку, никого не допуская к процессу. За несколько месяцев он создал уникальную спиральную лестницу, которая поразила всех своей конструкцией и красотой. Она состояла из 2 полных витков, не имела видимых опор, а поддерживалась только сложной системой балок и крепежей. После завершения работы Томас исчез так же внезапно, как и появился, не взяв плату за свой труд. Монахини пытались найти его, чтобы поблагодарить, но безуспешно. По одной из версий, этот человек мог быть самим Иисусом Христом или святым Иосифом, покровителем плотников. Особенности лестницы. Чудесная лестница часовни Лоретто до сих пор вызывает восхищение и вопросы. Ее уникальность заключается в следующем: отсутствие центральной опоры. Лестница поворачивается на 360 градусов дважды, но при этом не имеет видимой центральной опоры. Она как будто парит в воздухе. Необычный материал. Дерево, из которого сделана лестница, не соответствует никаким местным породам. Исследования показали, что это древесина, напоминающая европейский дуб, который не растет в районе Санта-Фе. Инженерное чудо. Лестница стоит уже более 140 лет, несмотря на то, что ее конструкция кажется физически невозможной. Инженеры до сих пор не могут объяснить, как она выдерживает вес людей и сохраняет устойчивость. Загадочный мастер.
Личность мастера так и осталась неизвестной. Никто не знает точно, кто именно построил ее и как ему удалось создать такое произведение искусства. Символ веры. Для многих верующих эта лестница является символом чуда и милости Божьей. Монахини и прихожане уверены, что Томас был послан Богородицей, чтобы помочь им в трудную минуту. Часовня Лоретто стала местом паломничества, где люди молятся и благодарят за помощь в трудных ситуациях. Факты и вымысел. Как и во всех легендах, в истории о лестнице часовни Лоретто есть доля правды и доля вымысла. Мэри Джей Стро Кук, историк, исследовала лестницу Санта-Фе в течение 7 лет. Она собрала достаточно сведений о таинственном плотнике, чтобы в 1984 году написать книгу под названием «Лоретто. 7 сестер и их часовня Санта-Фе». Кук говорит, что она нашла запись в дневнике монахинь, датированную 1881 годом, в которой говорилось, что они заплатили человеку по фамилии Рохас за древесину. Кук также нашла старую газетную статью в Нью-Мексико, в которой говорилось, что мистер Рохас был убит выстрелом в грудь в своем доме в Док-каньоне и что он был опытным столяром, который построил впечатляющую лестницу в часовне Лоретто. По словам Кук, Франсуа Жан Рохас был членом французского тайного общества высококвалифицированных мастеров, которое существовало со времен Средневековья. Кук говорит, что Рохас приехал в США специально для того, чтобы построить лестницу Санта-Фе и что он заказал древесину, доставленную из Франции. Он похоронен на католическом кладбище Богоматери Света. Вечное чудо. Вдохновляющая легенда привела к созданию книг и фильма 1998 года «Лестница» с Барбарой Херши и Уильямом Петерсоном в главных ролях. Хотя некоторые легенды, возможно, были развеяны из-за информации о предполагаемом создателе лестницы, многие люди, видевшие конструкцию, утверждают, что это не делает ее менее удивительной. Откуда взялись вдохновение и знания для создания потрясающей лестницы, которая и по сей день поражает даже лучших мастеров в мире? Что не подлежит сомнению, так это чудесное произведение искусства. Его все еще можно увидеть сегодня, но в наши дни часовня является скорее местом проведения корпоративных мероприятий и музеем. Здесь по-прежнему можно проводить важные мероприятия религиозного характера. Большинство посетителей на самом деле приходят только для того, чтобы увидеть лестницу часовни Лоретто, которую некоторые называют чудесной. Лестница часовни Лоретто – это не просто архитектурное чудо, но и символ веры, надежды и доверия высшим силам. Независимо от того, верите ли вы в чудеса или предпочитаете научные объяснения, эта история продолжает вдохновлять людей по всему миру. Она напоминает, что даже в самых сложных ситуациях может появиться решение, которое изменит все. 18. Загадка пустыни. Кому понадобилось строить город в сердце Сахары? Центральная Сахара в Нигере – территория, практически недосягаемая для людей. Любой турист, выдвигающийся на юг от Средиземноморского побережья, сталкивается с огромным количеством препятствий. Гигантские вздыбленные дюны преграждают путь. Выматывающая жара и иссушающие ветры вытягивают из всего живого энергию, и пейзаж выглядит практически лишенным жизни. Но тех, кто проникнет в глубины Великой пустыни, ждет сюрприз. Здесь, в окружении укутанных песками каньонов, на одиноком плато находятся руины огромного города-крепости. Он, получивший современное название в честь плато Джада, где расположен, практически абсолютная загадка. Некоторые сооружения выглядят привычными, повторяя архитектуру других похожих культур. Другие абсолютно аутентичны, и их функционал – полная загадка. Возраст этих развалин варьируется от 800 до 1000 лет. Городские руины появились в тот промежуток времени, когда эта часть пустыни была значительно более влажной, зеленой и плодородной. Известно кое-что о жителях, населявших территории до недавнего времени.
Но кто его возвел, неизвестно. Строительство Джада. Фактически город-крепость Джада – это Ксар. Такие классические североафриканские укрепленные поселения представляют собой ряды жилых строений, обычно возведенных вокруг центрального склада с провизией с акцентом на оборонительные функции. Аналогичные Джада-Ксары были построены из пальмовых стволов, покрытых саманной смесью, которую ветры пустыни довели до твердости металла. Но от большинства аналогичных ксаров Джада отличают его невероятные размеры. Возвышаясь над пустыней, колоссальная крепость, кажется, делает ничтожным весь остальной ландшафт. Народ Канури, населяющий пустыню в центре Сахары, был последним известным обитателем этого места. Возможно, строительством занимались их предки. Но фактов, доказывающих это, нет. Тем более с учетом того, что канури не особенно искусные строители. Возможно, город им достался, как говорится, в наследство. А возвели его представители гораздо более древней культуры, о которой не сохранилось данных. За последние 5 веков, когда изменился климат, жить в поселении стало невозможно. Оно пришло в запустение. Сегодня оно труднодоступно, и на его месте проводятся только редкие раскопки. Это реально город-призрак по обе стороны, законсервированный и сохраненный великой пустыней, но ксарская конструкция отлично адаптирована к резким скачкам температуры и сложным условиям пустыни. Поэтому уход жителей из Джада не означал его исчезновение с лица земли. Таинственный город сохранился до наших дней. Запустение Джада. Переломным моментом, вынудившим канури уйти из Джада, вероятно, стало постепенное иссякание питьевой воды. По мере того, как зеленый ландшафт трансформировался в пустыню, вода становилась солоноватой, а окружающая среда – излишне суровой для выживания. Благодаря выгодному положению и более мягкому климату в прошлом на плато Джада люди жили гораздо дольше, чем в самом городе. Люди жили на плато около 60 тысяч лет, оставив наскальные рисунки и прочие свидетельства своего пребывания здесь. Мелкий рогатый скот здесь разводили еще в 7000 году до нашей эры. В этот промежуток здесь были построены первые селения. Крупный рогатый скот появился примерно в 4000–3500 годы до нашей эры. Наскальные рисунки, обнаруженные в горах Аир, датируются временным отрезком от 3500 до 2500 лет до нашей эры. На них мир, который совершенно не похож на современный, разнообразный пейзаж с густой растительностью и изобилием животных. Затерянный в пустыне, сегодня добраться до некогда великого города можно с большим трудом. Эта часть мира не отличается стабильностью. И племена, населяющие территорию, ведут постоянную борьбу за ограниченные важные ресурсы. Безусловно, основатели города были искусными градостроителями, создав в сердце Северной Африки крепость, значительно превосходящую все остальные. Канури сейчас живут в соседней пустынной деревне Чирфа. Но они каждый год возвращаются на место своих предков, чтобы собрать урожай фиников. Странно, но финиковые пальмы почему-то сохранились, неплохо себя чувствуют и плодоносят. Канури – это осколок великой древней цивилизации Канем, царившей в Центральной Сахаре с 700 по 1300 год нашей эры. Но происхождение этой империи тоже окутано тайной. О ее зарождении практически нет сведений. Неизвестно, был ли Джада основан в этот период. Не исключено, что он может быть даже древнее Канема. Если Канем построили Джада, то раскопки на этом месте могут многое рассказать об этой загадочной культуре и дать представление о ее зарождении. Но если они просто унаследовали Джада, то, возможно, когда-нибудь получится обнаружить нечто иное, сохранившееся и до поры скрытое от людских глаз, оберегаемое пустыней, чтобы когда-то, наконец, раскрыть все свои секреты. 19. Фулканелли, таинственный французский алхимик и загадка его личности. Все, кто занимался созданием големов, поиском вечной жизни или разработкой философского камня, как и положено,
использовали в своей работе книги. Но кто-то же эти книги писал и откуда-то получал информацию. Алхимия сама по себе является загадочной областью. Однако ничто в ней не является более загадочным, чем люди, которые ее практикуют. Или, по крайней мере, якобы практикуют. Один из таких людей был известен только благодаря своим публикациям и ученикам. Они называли его Фулканелли, буквально «извергающий». Это имя было указано на его трудах. Но кем в действительности был этот человек, история умалчивает. История Фулканелли. Узнать больше о жизни Фулканелли практически невозможно. Он родился в конце XIX века, а его работы были опубликованы в начале первой половины XX века. В своих записях он писал о жене, так что, предположительно, он состоял в браке. Часто высказывается предположение, что Фулканелли, кем бы он ни был весьма хорошо образован. Основанием для этого служит его почерк и способность писать на многих языках, включая родной французский, а также латынь и греческий. Однако это всего лишь предположение. Возможно, он просто был хорошо начитан. Ученики и последователи. Считается, что даже имя Фулканелли – это псевдоним, под которым реальный человек и автор скрывался десятки лет. Но при этом с Фулканелли связаны 3 имени известных людей. Это имена его учеников. Самым ярким из них был Эжен Консилье. Он якобы превращал свинец в золото, чему научился у своего мастера. Он стал учеником Фулканелли, когда ему было всего 16 лет. Через несколько лет его учениками стали также Жан-Жюльен Юбер Шампань и Гастон Саваж. Саваж был свидетелем того, как Консилье превращал свинец в золото. Шампань стал иллюстратором работ своего мастера, которые были опубликованы после исчезновения Фулканелли примерно в 1926 году. Консилье якобы видел его после этого, но 1926 год является общепринятым годом исчезновения стареющего алхимика. Теории подлинной личности. Консилье сам является одной из предполагаемых личностей Фулканелли. Он отвечал за публикацию книг алхимика после исчезновения наставника. Он также утверждал, что видел его в 1953 году в одном из испанских замков. Консилье также настаивал, что человек, которому к тому времени было уже за 80, выглядел максимум на 50 лет. Еще одно интересное предположение подразумевает, что Жан-Жюльен Юбер Шампань и был Фулканелли. Конечно, хронология кажется странной, поскольку он стал учеником мастера после Консилье, но, возможно, эта хронология была сфабрикована. Кроме того, Шампань был иллюстратором книг Фулканелли и прекрасно образован. Но, как и все прочее, связанное с алхимиком, эта теория также не лишена противоречий. Наконец, даже было высказано предположение, что физик Жюль Виоль был Фулканелли. К сожалению, эта теория не имеет под собой никаких оснований. Это просто выстрел в пустоту. В легенду эту информацию добавили просто потому, что это было нечто новое в противоречивых и скудных сведениях об этом загадочном человеке. Это один из немногих случаев в истории, когда информации настолько мало, что даже скрупулезные поиски не дают результатов. Все люди, благодаря которым имя Фулканелли стало достоянием общественности, давно умерли. Сам Фулканелли – человек-загадка, не умерший, которому, возможно, удалось создать философский камень, возможно, еще жив, если верить Консилье. Личность остается неизвестной, местонахождение тоже, а загадка продолжает вдохновлять все новых исследователей постичь непостижимое и хотя бы на шаг приблизиться к тайне. 20. Стигматы Падре Пио, чудо или мошенничество. Представители церкви в разные времена прибегали к обману, чтобы укрепить свое влияние. Но в череде забавных заявлений о чудесах есть один случай, вызывающий вопросы. Франческо Форджоне, более известный как Падре Пио, родился 25 мая 1887 года в Пьетрельчине, Италия.
Однажды и навсегда он привлек внимание всего христианского мира как священник со стигматами. Франческо Форджоне. Уже в раннем детстве он чувствовал близость к Богу. Мальчик спал на каменном полу и использовал каменную подушку в качестве одной из многочисленных форм укрепления духа. Его мать утверждала, что ребенок мог общаться с Иисусом, Девой Марией и своим ангелом-хранителем. Иногда ему являлись небесные видения, которые доводили его до экстаза. Для Франческо это было абсолютно нормально, и он верил, что все люди делают то же самое. Он не отличался крепким здоровьем, постоянно подхватывал разные болезни. Близкие рассказывали, что по ночам из его комнаты доносились странные звуки, похожие на крики и рев. Когда Франческо молился, он, казалось, находился в состоянии транса и не замечал ничего вокруг. Первые стигматы. К 1910 году Франческо стал священником и стал известен миру как Падре Пио. Примерно в это время у него появились первые стигматы. Впоследствии он писал: «Вчера вечером произошло нечто, чего я не могу ни объяснить, ни понять. В середине ладони моих рук появилась красная отметина размером примерно с монетку, сопровождаемая острой болью в середине красной отметины. Боль была более выраженной в середине левой руки, настолько, что я до сих пор ее ощущаю». Он всегда считал, что страдание – это путь души к Богу, но чувствовал себя униженным из-за видимых ран и молился о том, чтобы принять боль, но чтобы невыносимое унижение видимых ран прошло. Именно поэтому его часто видели в перчатках. Стигматы то появлялись, то исчезали. Но 20 сентября 1918 года они вернулись и оставались на протяжении последних 50 лет его жизни. Дискуссии и споры. Стигматы стали центром дискуссий между верующими и критиками. Его осматривали многие врачи, но никто не мог определить причину появления странных ран. Раны описывали как источающие удивительный аромат и что Падре Пио обладал уникальной способностью читать душу человека. По мере того, как росла его слава, копились и претензии. Его обвиняли в сумасшествии, сексуальных связях с женщинами, нецелевом использовании средств и утверждали, что его стигматы были выжжены карболовой кислотой только для того, чтобы прославиться. Даже Святой Престол утверждал, что события, происходившие в его жизни, не имели божественного происхождения. Ватикан стал сторониться Пио, но армия его сторонников продолжала расти. Только после 1934 года Ватикан решил еще раз взглянуть на Падре Пио, как на человека, возможно, обладающего особыми качествами божественной природы. Чудеса Падре Пио. В 1947 году Джемма де Джорджи в сопровождении своей бабушки пришла к Падре Пио. Джемма родилась без зрачков. Бабушка умоляла Падре, чтобы Бог вернул внучке зрение. Пио сказал ей: «Ребенок не должен плакать, и вы тоже не должны плакать, потому что ребенок видит, и вы знаете, что она видит». Врачи так и не смогли определить, как Джемма обрела зрение. В 1962 году тогда еще епископ Войтыла попросил Падре Пио помолиться за его подругу, доктора Ванду Полтавскую, которая страдала от онкологии. Вскоре после этого рак Полтавской регрессировал, оставив врачей в недоумении. На исходе 1960-х годов здоровье Пио стало ухудшаться. 23 сентября 1968 года он умер. Интересно, что незадолго до смерти он постоянно повторял Гесу «Мария», «Иисус, Мария». Он утверждал, что видит двух матерей, считалось, что это его мать и Мария. Наконец, в 2 часа 30 минут ночи он испустил последний вздох, прошептав «Мария». Ему приписывают чудеса, которые происходили и после его смерти. В октябре 1996 года у Консильи Ди Мартино было диагностировано редкое заболевание, из-за которого у нее опухла шея. На ее ключице также был виден большой рубец. После консультации с врачами было установлено, что левый лимфатический проток был разрушен и пропускал жидкость в организм.
Врачи назначили операцию на 2 ноября, чтобы устранить повреждения, иначе женщина умрет. После постановки диагноза Консилья обратилась с молитвой к Падре Пио, с которым всегда чувствовала родство. По ее словам, она ощущала его сильное присутствие, а также запах духов. Она вспоминала, что когда уснула, ей приснилось, что он положил на нее руки и сказал: «Не волнуйтесь, я вас прооперирую». На следующее утро она проснулась выздоровевшей. Врачи немедленно провели обследование, но были озадачены чудесным изменением состояния пациентки. Казалось, она никогда не болела. Провозглашение святым. После расследования, проведенного Ватиканом, это было признано чудом. Именно это событие побудило теперь уже папу Иоанна Павла II дать разрешение на провозглашение Пио святым. 16 июня 2002 года папа Иоанн Павел II сделал это. На церемонии присутствовало более 300 тысяч человек. Мошенник или чудотворец? Критики продолжают утверждать, что этот человек был мошенником. Однако многочисленные обследования у врачей так и не смогли выявить причину появления стигматов. Если стигматы были вызваны им самим, мог ли он действительно продолжать обман в течение 50 лет без того, чтобы правда, в конце концов, не всплыла? А что же с необъяснимыми исцелениями, которые считаются чудесами? Было ли это божественное вмешательство через Падре Пио или просто сила веры? Точного ответа нет. Несмотря на продолжающиеся между скептиками и верующими споры и тайны, окружающие этого священника, он продолжает оставаться одним из самых популярных святых католицизма. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 21. Золото Ямаситы, тайны пещер с филиппинскими сокровищами. Различные байки о несметных сокровищах, надежно спрятанных где-то в пещерах, в лесу или пустыне. Обычная для любителей приключений история. Но это стоит особняком, поскольку с ней не все так просто и однозначно. Генерал Томаюки Ямасита из императорской армии Японии закопал или спрятал тонны золота на Филиппинах. Буквально тонны золота, а также другие драгоценные металлы, драгоценные камни и произведения искусства. Какова хотя бы предполагаемая стоимость всех этих сокровищ? Многие миллиарды долларов. Происхождение сокровищ. Общеизвестно, что Япония разграбила Азию в годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Считается, что результатом грабежей стало невероятное состояние. Была даже создана специальная команда, единственной целью которой было разграбление захваченных стран. Команда носила название «Золотая лилия». Конфискованной добычи было так много, что для ее транспортировки в Японию потребовался целый день. Изначально Филиппины использовались в качестве перевалочного пункта, где награбленные сокровища перегружались на корабли для последнего этапа перевозки. Американские войска стали проблемой для Японии, когда они начали топить множество кораблей в открытом море. Японская императорская семья решила спрятать оставшиеся сокровища на Филиппинах.
И именно там и возник генерал Ямасита, известный под прозвищем «Малайский тигр». Ямасите было поручено организовать и осуществить планы по рытью туннелей и поиску пещер, в которых можно было бы спрятать все золото и другие ценные предметы. Японские солдаты и военнопленные использовались для рытья туннелей и оборудования тайников. К несчастью для них, как только золото было перенесено, входы в пещеры засыпали, оставив запертых внутри рабочих быть обреченными на верную смерть. Местонахождение сокровища Ямаситы. Существует множество теорий о том, что случилось с золотом Ямаситы за прошедшие годы. Согласно одной из теорий, Фердинанд Маркос, бывший президент Филиппин, отыскал солидную часть сокровищ и оставил себе в личных целях. Во время своего правления он строго контролировал поиски и раскопки и должен был лично утверждать каждую экспедицию. Одну из таких экспедиций возглавил Рохелио Роксос. Роксос утверждал, что в 1971 году он обнаружил в пещере большой тайник с золотом. Бывший филиппинский солдат заявил, что нашел в пещере к северу от Манилы потайную камеру, набитую слитками. Там же была золотая статуя Будды. Голова божества оказалась съемной. Внутри статуи оказались, по меньшей мере, 2 горсти неограненных алмазов. Тайник, предположительно, был частью легендарного клада Ямаситы. Он подал иск против Маркоса и его жены. Мужчина заявил, что как только о его находке стало известно Маркосу, он был избит и арестован, а золото забрали люди Маркоса. В итоге суд штата Гавайи, куда был подан иск, вынес решение в пользу Роксоса. Ему присудили $6 миллионов. Другие историки и исследователи утверждают, что США получили информацию о местонахождении большей части сокровищ в обмен на то, что не будут выдвигать против императорской семьи обвинения в военных и других преступлениях. Говорят, что ЦРУ получила большую часть этого золота, которое использовалось для своего финансирования. Сомнения скептиков. Даже после того, как Роксос был оправдан, а также благодаря ряду книг и других источников, нашлось немало скептиков, которые сомневаются в существовании сокровищ Ямаситы или, по крайней мере, оспаривают объемы сокровищ. Они утверждают, что если бы золота было спрятано так много, как гласит история, то рассказов о находках было бы гораздо больше. Доказательств того, что золото было найдено, практически нет. Несмотря на многочисленные заявления кладоискателей и филиппинских аборигенов об обратном. Документация и фотографии, безусловно, должны существовать. Но таких доказательств нет. Рассказ Роксоса, вероятно, ближе всего к правде хотя бы в плане доказательной базы. Но о сокровищах Ямаситы продолжают ходить легенды, подобные тем, что рассказывают о затерянном золотом городе инков Эльдорадо. До сих пор находятся искатели сокровищ, которые посвящают свою жизнь поискам золотого клада Ямаситы. Они надеются наткнуться хотя бы на малую часть того, что было спрятано так давно. Возможно, большая часть уже найдена и помогла профинансировать спецслужбы и огромную коллекцию обуви жены президента Имельды Маркос. Она действительно впечатляла. Когда людям интересно, они прикладывают все силы для поисков, ответов и кладов. И, возможно, когда-нибудь будут найдены и остальные сокровища Ямаситы. 22. Феномен загадочного леса Трансильвании Хоя-Бачу. Лес Хоя-Бачу, расположенный в Румынии, известен своими жуткими легендами. Эта мистическая чаща веками пленяла воображение людей. Говорят, что с ним связаны странные происшествия и сверхъестественные явления, что делает его интересным объектом для любителей паранормальных явлений и острых ощущений. Многие исследователи утверждают, что становились свидетелями появления призраков, странных огней и даже теряли чувство времени. Эти странные истории породили веру в то, что лес Хоя-Бачу – это ворота в другое царство, где обитают призраки и потусторонние существа. Сам лес находится к западу от города Клуж-Напока.
Несмотря на близость к городу, отдельные участки могут оказаться непроходимыми. Его площадь составляет около 3 квадратных километров. Территория вокруг застроена и поглощена цивилизацией, но некоторые участки леса по-прежнему остаются нетронутыми. Помимо загадочного прошлого, здесь есть и настоящая история. Неподалеку находится одно из старейших неолитических поселений, обнаруженных в Румынии. По оценкам ученых, оно использовалось около 6500 лет до нашей эры. Знаменитые легенды леса. Одна из самых интригующих историй, связанных с лесом Хоя-Бачу, это история пастуха. Согласно местным легендам, однажды парень вошел в лес со своим стадом овец и таинственным образом исчез. Пастуха и его овец больше никогда не видели, и их судьба остается загадкой до сих пор. История о пастухе поразила воображение туристов, которые приезжают в лес в поисках ответов и для того, чтобы на собственном опыте ощутить тревожную атмосферу. Еще одна легенда, связанная с лесом Хоя-Бачу, это наблюдение НЛО. Он стал популярным местом для любителей пришельцев из-за многочисленных сообщений о близких встречах с ними. Эти предполагаемые встречи с неопознанными летающими объектами добавили еще интриги к репутации леса. Гости, интересующиеся паранормальными или внеземными явлениями, часто приезжают в Хоя-Бачу в надежде лично встретить зеленых человечков. Истории и легенды, связанные с этими наблюдениями, еще больше усиливают притягательность мистического места, привлекая как верующих, так и скептиков. Все началось с наблюдения НЛО в 1968 году, когда военный техник по имени Эмиль Барнеа сфотографировал над лесом объект в форме блюдца. Эта фотография, а также другие многочисленные сообщения о странных огнях и необъяснимых явлениях привели к тому, что некоторые окрестили Хоя-Бачу Бермудским треугольником Трансильвании, но самое страшное скрывается в глубине леса. Здесь находится расчистка, одно из самых завораживающих мест. Легенды утверждают, что ни одно дерево или растение не может расти в этой местности. И она остается мертвой землей, где не может выжить ничто живое. Но, видимо, чары не вечны и имеют свойство рассеиваться, поскольку относительно недавние посетители утверждают, что вместо полного отсутствия растительности там находится вполне себе густой пышный зеленый луг, утопающий в цветах. Однако утверждается, что именно в этом месте приземлился ранее упомянутый НЛО. Красные огни – еще одно паранормальное явление, связанное с лесом. Многие утверждают, что видели их. Но опять же, это утверждение без доказательств. По словам местных жителей, самая популярная легенда связана с девочкой, которая потерялась в лесу в возрасте 5 лет. Многие люди искали ее, но безуспешно. Однако 5 лет спустя та же девочка появилась, совершенно здоровая, сытая и чистая, в той же одежде, но без памяти о прошедшем времени. Некоторые легенды утверждают, что пропавшая вернулась с более темным цветом кожи. Эта история самая частая. В СМИ и официальных источниках практически нет ссылок с указанием на источники, способные подтвердить достоверность информации. Местные жители используют это место по назначению для прогулок, отдыха и релаксации. Впрочем, они не подтверждают, но и не отрицают возможности существования всякой чертовщины в чаще. Ведь в конце концов, если люди хотят верить в чудеса и едут сюда за приключениями, попутно помогая поднять экономику района, зачем переубеждать их в обратном? 23. Необычные каменные образования на озере Кроули. В Южном округе штата Калифорния в США на реке Оуэнс в 1941 году обустроили водохранилище. Уровень воды в нем в течение года не был постоянен, и вода подмыла берега. Водная эрозия размыла грунт по берегам и оголила в нем причудливые колонны, которые похожи на колонны средневекового дворца. Площадь с этими образованиями – 4000 гектаров. До 2015 года никто не интересовался этими странными образованиями.
И вот, совсем недавно американские ученые из университета в Беркли исследовали породу и эти колонны. Была сделана модель их образования. По их мнению, более 700 тысяч лет назад здесь случилось мощное извержение вулкана, и пепел отложился многометровыми слоями. Пока пепел был горячим, выпавший снег таял, и вода, просачиваясь вглубь, поспособствовала образованию колонн. Все это объяснялось по типу образования конвекционных тепловых трубок. Не совсем понятно, почему снег таял и просачивался так избирательно. Не сплошным ковром, а трубками? И как вода могла поспособствовать образованию более крепкой породы? Почему трубки имеют одинаковый диаметр на протяжении всей своей высоты? Вопросов много, и объяснения американских геологов мало что проясняют, кроме одного, что это вулканический пепел. Эти трубки находятся и под наклоном. Конечно, локальная платформа земной коры могла наклонить, вздыбить часть территории при той катастрофической ситуации во время мощного извержения. Рассмотрим новую гипотезу образования колонн. А что, если трубки образовывались не сверху вниз, а росли вместе с выпадающими слоями пепла? Пепел – это обожженная горная порода, в составе которой есть соединение кальция. И при контакте с водой они цементировались как современный портландцемент. А цементировались они по причине выходящих небольших родников. Вода выходила во время того катастрофического извержения. Возможно, вместо родников это были трубки дегазации, где кроме газов были пары воды. В общем, эта влага слой за слоем образовывала каменные столбы. Производила геобетон, как современные строители отливают послойно колонны монолитного каркаса зданий. Отдельно стоящий столб большего диаметра, чем остальные. Там есть места с менее выраженными формами колонн. Отдельный вопрос – это почти одинаковые секции каменных колонн. Как их можно объяснить? Большинство бетонов дают некоторую усадку при наборе прочности и усыхании. Так же и здесь. Усадка была большой, что в теле колонн образовались поперечные трещины. На поверхности эти оголившиеся колонны напоминают каменный лес. Кстати, нечто подобное так и называют каменный лес Джаракудука. Но порода имеет трубчатое строение. Возможно, механизм образования этих трубок иной. 24. Древний город в Ираке на дне реки Тигр, Мосульское водохранилище, которое находится на территории Ирака, обмелело из-за засухи в 2022 году, и на дне реки Тигр показался древний город возрастом 3,4 тысячи лет. Город Захику появился уже второй раз, впервые о нем узнали во время засухи в 2018 году. Через некоторое время он снова ушел под воду, но археологи успели изучить территорию, нашли артефакты и защитили крепостные стены. Предположительно, Захику был разрушен землетрясением примерно в 1350 году до нашей эры. Археологи составили карту города, на нее уже был нанесен дворец, который обнаружили во время прошлого всплытия. Теперь на карте появились крепостная стена с башнями и многоэтажный склад. Стены склада сделаны из глинобитного кирпича и хорошо сохранились. Также в Захику нашли 5 керамических сосудов с клинописными табличками внутри. Их датировали XIV-XI веками до нашей эры. Сегодня Захику снова полностью затоплен. 25. На глубине 9500 метров в Тихом океане нашли оазисы жизни. Ученые из Китая открыли крупнейшие на сегодня сообщества живых организмов, существующих на экстремальной глубине 9533 метра в Курило-Камчатском и Алеутском желобах. Эти экосистемы, не зависящие от солнечного света, питаются химическими веществами, выходящими из разломов морского дна. На протяжении дна в 2500 километров ученые зафиксировали густые скопления трубчатых червей, сибоглинит, и двустворчатых моллюсков.
Эти организмы живут благодаря хемосинтезу, процессу, при котором микробы производят питательные вещества, используя метан и сероводород вместо солнечного света. Эти газы поднимаются из глубинных осадков по трещинам в земной коре, формируя подводные оазисы жизни. До этого открытия считалось, что такие экосистемы возможны лишь в более мелких местах, например, у гидротермальных источников. Но теперь стало известно, что даже на глубине почти 10 километров возможно существование стабильной и богатой жизни. Ученые отмечают, что это открытие расширяет представление о границах жизни на Земле. На этом я бы хотел закончить это видео с 25 тайнами мира, которые ученые не могут объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Загадка следов на скалах Вольян-Тайтамбо. Здесь видно практически отполированную поверхность на месте отделения породы. Предположим, инки отделяли породу, а после полировали стенки карьера. Какой смысл? Есть вариант, что камни вырезали высокотехнологичными инструментами, но эта версия, естественно, не устраивает ученых и скептиков. Вот такими у нас получились 25 тайн мира, которые ученые не могут объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.